Михайловна, когда ваш голос звучит в огромном таком комплексе уникальном музейном дворце железнодорожников Челябинска, и этот звук разносится по дворцу, все вот просто встают вот так и говорят, это чей голос? Мне кажется, колонны в этот момент дворцовые дрожат. Ну, Этот это все, голос вы вырастили, это не мое достижение, это не мое достижение, это Божий промысел. Я просто пользуюсь тем, что Бог мне дал. Я пользуюсь и берегу, и благодарю Господа, и благодарю маму, что дала мне музыкальное образование. Вот и все. И баян в руки во сколько лет? В 9 лет. 9 лет? Поставили, баян. и все, и я его не снимаю до сей поры. И где бы я ни работала, в каком концертном зале, у меня есть блок с баяном. Я сама несколько песен пою под баян. И сейчас люди с удовольствием, если раньше этого не было, а сейчас тенденция такая, что люди наскучились, и люди сами поют вот эти великие песни великой страны. Простые наши, незатейливые, добрые, теплые, отечественные песни. И мы поем с залом. 300, 400 человек, 10 человек в зале, 20, 500, неважно, все поют. Все поют. Люди соскучились о своей вот такой душевности. Как вот мы ведь вот в молодости, вы же помните детство. Вот я на печке, например, свое детство вспоминаю, настроим, и все как сычи на печке сидим. А за столом мама с там братьями, сестрами, с соседушками сидят, вот они в какой-то праздник и поют. И такие песни называют меня некрасивые, костры горят далекие, ивушка зеленая. Вот такие простые, пропел гудок заводской. И вот это все у меня с детства здесь сидит, оно вот как молитва, намоленная во мне. Они пахнут домом, мамиными пирогами и парным молоком, которое у нас стояло всегда на столе, 3-литровая банка молока парного, на котором мы все выросли. Ну как это можно вот забыть? Но это невозможно. Да, это на фоне генетики. Да, и поэтому вот сейчас в клубе у себя в городе мы поднимаем вот эти песни и даем им вторую жизнь. Я говорю, мы в свое время их слышали. Наша задача передать их по наследству другому поколению. А у меня дочь музыкант, и та, и другая. Мама, а мы эти песни не слышали. А потому что они уже когда родились и стали расти, уже минусовки пришли, микрофоны пришли, инструментальные ансамбли пришли, а раньше были только гармошки и баяны. Гармошки и баяны. Да. Как вот раскрываешь, Мимиха, какая-то вот идет волна теплоты, любви, и народ сразу в зале все говорит, давайте споем. И все начинают петь. Да, Галина Михайловна. Но еще вот я хочу сказать, что есть ведь отдельно песни уральские. Вот ура, в Урале. Ну, конечно, это наш Радыгин, Уральская рябинушка. Памятник поставлен этой песне в Екатеринбурге. Да, белым снегом. Эти песни уникальны, они никогда не уйдут из жизни. А вот если мы их не будем время от времени повторять. Оренбургский пуховый платок. А вот если мы не будем их повторять, они, конечно, уйдут. А наша задача их напоминать молодому поколению. Важно. Галина Михайловна, а есть у нас песня под аккомпанемент сегодня? Конечно, есть. Да, потому что у нас есть листья, у нас есть концертмейстер, у нас есть уникальная Анна Александровна. Анна Александровна. Да, вот подарок городу. Заслуженный работник культуры Анна Александровна Дерябина стала, в общем-то, концертмейстером, аккомпаниматором. А мое мнение такое, Татьяна Александровна, нравится вам это или не нравится, но я считаю, что вы украсили своим присутствием, своим возвращением на свою малую родину, свой город. Вы всколыхнули вот этот пласт, который лежал. То есть люди старшего поколения сейчас под вашей защитой, под вашей любовью, и вы им и даете возможность куда-то выехать, как-то показать мир. Посмотреть мир, они путешествуют с вами, вы им устраиваете различные концерты, а на концертах даете возможность своим местным артистам показать себе, детей показать, таланты вашего города, вашей округи. Это огромная колоссальная работа. Я сама этой работой занимаюсь, я знаю, что это такое. Поэтому, может быть, мы поэтому с вами родственные души, что и поняли друг друга. Потому что плывем в одной лодке под названием «Вы уральской там гармонии» или как ли, а я клуб любителей песни. Но это все родственное. Да.
Знакомой тропою я рядом с тобой иду, и счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом подруга идет. И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом любимый идет. В саду опустевшем тропа далеко видна, и осень прекрасна, когда на душе весна. Пусть годы летят, и светится взгляд, и листья над нами летят. Пусть годы летят, и светится взгляд, и листья под нами шумят. Пусть годы проходят, живет на земле любовь, и там, где расстались, мы встретились нынче вновь. Сильнее разлук, тепло твоих рук, мой нежный, мой ласковый друг. Сильнее разлук, тепло твоих рук, мой нежный, единственный друг. Сильнее разлук, тепло твоих рук, мой нежный, мой ласковый друг. Мой нежный, мой ласковый друг. Ой, дорогая Галина Михайловна, после такой, вашей уникальной встречи и работы на федеральном канале, конечно же, мне кажется, вы сейчас популярный человек и, наверное, мегазвезда на Южном Урале у нас. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы все-таки примерно сказали нашим дорогим землякам, оренбуржцам, есть ли у вас планы в этом году и в следующем встреч с нами? Когда мы снова можем вас увидеть и на сцене нашего любимого дворца нефтехимиков, и нашего Большого Орского драматического театра. И также мы очень хотим провести ваши встречи в нашем клубе «Гармония». Это в Иверской обители и, естественно, в епархии у нашего владыки. Творческую встречу с вами, потому что с вами интересно общаться, разговаривать, вбирать, слушать и, конечно, на большие концерты. Какие у вас планы? Будете ли вы у нас еще? Или раз проездом из Москвы в Челябинск? Вы так мне говорите, я сижу и слушаю. Я абсолютно себя ни звездой, ни популярной не считаю. Но так как-то складывается жизнь, что я, слава Богу, продолжаю работать. Для меня самое главное, чтобы Бог мне дал, сколько дал Он мне здоровья, силы, столько дал мне возможности работать. Я без работы тоже не могу. Потому что я всю свою жизнь занимаюсь любимым делом. Я без песни не могу, без музыки, без зрителей, без людей. Видимо, так судьбе угодно. Поэтому планы одни, чтобы Бог дал здоровье.
Это у всех у нас. Да, чтобы Бог дал здоровье, чтобы дал силы и дал возможность служить людям, служить земле русской, вот, служить русской песне, русскому романсу. Но вы будете к нам приезжать? Если будете приглашать, почему бы и Всё. нет? Ловим на слове. Конечно. Ну. И вот буквально вчера, просто у меня такой, опять же, вот счастливый случай. Ко мне Анна Александровна подводит женщину, такую приятную, милую, очаровательную женщину. Как оказывается, она заместитель директора вашего дворца. Драмтеатра нашего, вашего который мы все строили в Да, молодости. Наталья Викторовна Куницына. Очень приятная женщина. Как-то слово за слово. Наталья Валерьевна. Простите, да, Наталья Валерьевна, да. Слово за слово. Так мы сидели с ней, очень мило беседовали, слушали концерт молодых ваших талантливых ребят. И как-то вот так же вот невзначай разговор зашел, она мне предложила, я согласилась. И если звезды так вот сойдутся, Богу будет угодно, если все сложится, то 7 ноября возможно и состоится мой сольный концерт в драматическом вашем театре, драматическом театре. Вы Вот. Пока еще это все на уровне разговоров. Вот. Буду молить Бога о здоровье. Ну, вы открываете юбилей моего проекта, поэтому, конечно же, вы первые, кто стал для меня светочем и вложил в мою голову мысль о создании такого проекта на родине. И я это сделала 10 лет назад, начала. И теперь, конечно, начать юбилейные празднования я, конечно, хочу с вас, с вашими концертами, с встречами с вами творческими. Когда вы начали свой проект, я еще интенсивно работала. А когда я ушла на заслуженный отдых, я тоже, как вы, села в грядках и сама себе думаю, ну вот теперь вся моя жизнь вот будет здесь. И как-то вот у меня родилось само по себе, у нас же во дворе, в одном из дворов бабули, дедули собирались и пели песни. Сами по себе. Каждое лето. Я об этом знала, но у меня не было возможности с ними познакомиться. А тут я не работаю, я с педагогической деятельности ушла. У меня время. Думаю, дай-ка я пойду к ним познакомлюсь, что это за бабули, за дедули. Захожу во двор. Сидят на детской площадке, в беседочке, бабулечки, в платьишках, с бусиками, с причесочками. Рядом с ним дедулька на гармошке. И они поют, заливаются. Вот, да. И думаю, опа-на, я нашла себе занятие. Я нашла себе работу. Я нашла себе любимое дело. Я их возьму. Я говорю, а где вы зимой находитесь, осенью, весной? Дома, Михайловна, сидим, мы только летом поем. Холодно же. Я в голове города говорю, дайте мне помещение, пожалуйста, чтобы они у меня круглый год были. А я с ними буду работать, буду их помогать, подсказывать, где подыграем, где что. И вот так вот, как у вас, вот как снежный ком, с трудом. И сейчас у меня столько народу ко мне приходит. Бывает так, что места не хватает, а в этот раз в день города вообще на площади в парке не было свободных мест. Люди стояли и все пели. И молодые, и возрастные, и парами семейными приходили, и дети сидят, поют. Вот к чему я шла, я к этому пришла. Можно сказать, что я свою, может быть, даже миссию уже выполнила. Вот и вы. Вы столько людей обогрели, согрели. Столько вы им жизнь их украсили. Ведь они сидят, вот эти бабульки, дедульки, дети выросли, внуки выросли, все заняты своим делом. Доживать вроде как бы, да. они живут. А надо жить. А я их вытащила, они ко мне, Михайловна, говорят, приходи, про болячки забудешь. Так ты одиночество, от нудности нас спасла, а ты нам это все. И вот согревать, обогревать людей, мне кажется, это самое благородное дело. Да, я выбрала еще в молодости, написала, какой ваш девиз? Сейчас-то у меня девиз жить, а не доживать. Духом не падать, сердцем не стареть. А на сочинении это не мои слова. Быть светлым лучом для других, самому излучать свет. Вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Да. Я люблю свою жизнь, она мне очень нравится, и я стараюсь ее не огорчать, как могу.